Всем привет, вы на канале Диффи, это новый ролик по игре Drag Racing уличные гонки, и в этом ролике я вас научу настраивать полностью автомобиль вот с нуля, прям вот все детали и нюансы вы в этом ролике узнаете. А те, кто считает себя экспертом, вы можете в комментах подсказать, что я, возможно, неправильно сделал или неправильно объяснил, и поправить меня в комментах. Для примера я взял BMW M5 F90 CS. Да, именно этого монстрика, которого я уже хотел давненько настроить. Вот дошли наконец-то ручки. И сейчас мы это с вами сделаем. Ну и такая небольшая памятка. Первое, что вам нужно сделать, это полностью прокачать свой автомобиль, поставить правильные детали, определиться, автомобиль у вас едет, допустим, на велибайере или на растяжках, поставить все элементы, обязательно топовые, потому что настраивать автомобиль на деталях за монеты особого смысла нет. Обязательно прокачать тачку чертежами, подобрать правильную коробку передач. Если вам нужна помощь, вы можете перейти и посмотреть ролик по подсказке, там где я рассказывал, как подобрать коробку для дальнейшей ее настройки. Ну и вот такая небольшая памятка, вот все, что вам нужно знать, это то, что экономить на деталях не стоит. Нужно сразу поставить все топовые детали, прокачать их чертежами, подобрать правильную коробку. Ну и после этого вы можете спокойно отправляться в тюнинг и настраивать автомобиль. С чего бы я вам посоветовал бы начать в настройке? Я бы на вашем месте начал все-таки с самого простого, это с регулировки наддува. Тут все максимально просто, вам нужно выставить жесткость пружинки или шкива. Жесткость пружинки влияет на количество лошадиных сил, а также на наддув. То есть делаем вывод, что в этом параметре вам нужно добиться максимального количества лошадок, при которых наддув будет не больше 40. 40 это идеально, но если вы не хотите, чтобы ваш автомобиль часто ломался и его не приходилось часто ремонтировать в сервисе, вам нужно выставить наддув 35, потому что при выше 35 проявляется передув. Ну и с помощью пружинок или шкива вы регулируете этот график. Насчет нитро на этой тачке нет, но вы можете перейти и посмотреть ролик по всплывающей подсказке, где я рассказываю, как настроить нитро. После настройки наддува и нитро я бы на вашем месте отправился настраивать угол опережения зажигания. Тут механика довольно проста в настройке. Также смысл добиться максимального количества лошадиных сил на тонну, но в данном случае нам не нужно ориентироваться на какой-то наддув. Нам нужно добиться максимального количества лошадиных сил на тонну, при котором у нас будет минимум пропусков и детонаций, а лучше, чтобы их вообще не было. Вот этим ползунком вы регулируете угол и ищете то значение, при котором у вас максимальное количество лошадок. После этого вы делаете тест и в тесте смотрите, сколько у вас показывают пропусков и детонаций. Детонаций вообще не должно быть, потому что детонации приводят к поломке двигателя, а пропуски, они будут отображаться в нестабильной работе чипа, так что их нужно избегать. Делайте тест, смотрите, если у вас значение по лошадкам не меняется от угла опережения зажигания, вы ищете тот угол, при котором будет меньше пропусков и соответственно детонаций. Но что делать, если детонации не проходят? Для этого у вас есть диапазон оборотов, такой вот ползуночек, вы его крутите, тем самым ваш угол чуть растет. Делайте тест и смотрите, пропадают у вас детонации или нет. Ну и вот так его настраиваете, этот угол опережения зажигания. Также при настройке обязательно проверьте, что ваш автомобиль полностью исправен, что все детали в норме и двигатель не нуждается в ремонте. Потому что если вы будете настраивать двигатель на сломанной машине, это отобразится на дальнейших результатах, когда он будет исправен. То есть тачка должна быть полностью прокачана, полностью собрана и полностью отремонтирована. После всех этих манипуляций отправляйтесь настраивать подвеску. Для этого поднимайте полностью стойки, пружинки и опускайте пневму максимально низко. Пневма должна быть от минус 120 до минус 110. В моем случае минус 120. Для начала вы все настраиваете визуально. Знаете, что задняя стойка должна быть на пару делений меньше, ниже передняя, в моем случае пусть будет 5,1 единица, можно поставить спокойно 5,3, можно 4,9, это сильно на результат пока что влиять не будет. К подвеске в конце полной прокачки вы еще вернетесь, просто пока что настраивайте визуально.
вы должны знать, что автомобиль должен быть максимально занижен, чтобы избегать сопротивления с ветром. Пока что делайте все визуально, старайтесь смотреть по аркам, чтобы арки не терли. Передняя пружинка должна быть чуть-чуть выше. И если вы не можете играться с размером пружинки и сделать переднюю часть автомобиля выше, то поиграйте с задней стойкой, опустите ее чуть ниже, тем самым автомобиль чуть просядет, и передние стойки и пружины будут визуально выше. Нажимаете тест, смотрите, что автомобиль проседает, что подвеска в целом нормальная, и пока что с подвеской все. После чего я вам расскажу, зачем мы к ней вернемся. А пока что идем дальше настраивать. Следующий момент, что вы должны настроить, это антикрыло. Зачастую его все ставят на 5 единиц, чтобы автомобиль прижимался к земле. Если вы не хотите, чтобы его прижимал к земле, вы можете поставить минус 5, но от этого пользы никакой нет. Все, наоборот, пытаются сделать, чтобы автомобиль максимально был прижат к земле и избегал сопротивления воздуха. Дальше, после антикрыла, нужно настроить давление в шинах. И для этого вы должны знать, какой у вас автомобиль, полноприводный, заднеприводный или переднеприводный. Переднеприводный автомобиль вообще смысла настраивать в целом да и нету. Вам нужно будет просто зайти вместо дифференциала, поменять в автомобиле привод и поставить задний привод. Делается это очень легко, как я и сказал, заходите в детали, в двигатель, и вместо привода вы находите в подвеске задний привод. Называется это задний привод, как ни странно. Эту деталь можно купить как и за монеты, так и за баксы. Ну и теперь к настройке давления. Так как у меня полноприводный автомобиль, у меня должно быть переднее колесо ведущим. В нем должно быть чуть больше давления, нежели в заднем. Но стоит знать, чем меньше давления в колесе, тем больше зацепа колеса с трассой. То есть это значение должно быть небольшим, но в переднем колесе должно быть чуть больше давления, нежели в заднем. Если бы у меня был заднеприводный автомобиль, то переднее колесо я накачал бы 4 атмосферы, а заднее сделал бы где-то в диапазоне от 1,50 до 1,80. Переднеприводный автомобиль смысла настраивать, как я сказал, нету, но логика такая, что заднее колесо 4 атмосферы, переднее где-то тоже от 1,50 до 1,80. Ну а полный привод, как я и сказал, настраивается, чтобы переднее колесо было ведущим, и тоже вы будете ориентироваться уже в гонке, как у вас там с давлением в шинах. То есть вы сделали, допустим, сзади 1,70, спереди 2, посмотрели, что у тачки там много зацепа, она не цепляется, значит еще уменьшили давление в шинах. Ну и так настраивайте. Это все будет видно, когда вы уже будете делать заезд, когда настраиваете будете коробку. А пока Dynastand. Тут все просто, делайте общий тест и выставляйте ползунки. Красный ползунок на спад, прям на самый конец. Зеленый идеально поставите на пик, да, вот на пик или на пересечение двух этих прямых, но я обычно ставлю на пик. А желтую прям впритык к зеленой. После чего обязательно включите ланч контроль, если он у вас не включен. И нажмите сохранить, то есть то, что вы сделали, чтобы оно сохранилось. И вот так просто настроен уже Dynastand. Осталось мелочи, осталось настроить коробку, а после настройки коробки нужно будет подкрутить давление в шинах, также можно будет поиграться с подвеской, как я и сказал. Ну и еще, если вы прям хотите сильно заморочиться, можно еще поиграться с антикрылом. Ну а пока наша цель сделать коробку. Как настраивать коробку? Ну, во-первых, как я и сказал, коробка должна быть правильно подобрана. Под определенное количество лошадок есть определенная коробка с определенной главной парой. То есть для вот этой BMW сейчас коробка на 4-ступенчатой коробке передач вообще не подходит. То есть она тут вообще не нужна. Конечно, можно и на 4-ступенчатой коробке передач эту BMW настроить, но смысла такого в этом нет, потому что она будет лучше ехать на 5-ступенчатой коробке передач. Сейчас я даже не смогу проехать, наверное, полную дистанцию, потому что, во-первых, автомобиль греется, и автомобилю просто не хватает вот коробки. Тут нужна как бы еще одна передача, мотор крутит, а ехать дальше автомобиль не может. Хотя даже при этом автомобиль едет 11 секунд 7 сотых, и запомните эту цифру, я ее сказал не просто так. Сейчас я зайду и поменяю коробку на 5-ступенчатую и посмотрим, как автомобиль проедет также без других каких-то манипуляций, просто поменяю коробку на 5-ступенчатую. То есть сейчас под это количество лошадок подходит 5-ступенчатая 3,7 главная пара, так что будем смотреть, что от этого изменится во времени. И я думаю, что время, конечно, там вы каких-то разниц прям в секундах не увидите,
но какие-то миллисекунды будут заметны, и это уже показатель того, что автомобиль лучше себя чувствует с определенной коробкой, то есть коробка отыгрывает немалую роль. Опять же, чтобы все было максимально честно, прогреваем резину. Да, когда вы настраиваете автомобиль, вы должны прогревать резину, потому что в идеале резину всегда перед заездами прогревать, и тогда ваш результат будет лучше. Нельзя настраивать так, что один раз вы прогорели, другой не прогорели, нужно каждый раз стараться заезжать одинаково. То есть понять, когда вам нужно переключаться, на каких оборотах, для этого делайте разные заезды, ну и вот так как-то настраивайте. Как видим, результат 10 секунд 37 сотых, а было 11 секунд 7 сотых, то есть разница уже в коробке есть. Дальше, что нужно делать в настройке? Вы можете ставить коробку на ускорение, а можете на максимальную скорость. При ускорении у вас будет тачка быстрая на рывок, при максимальной скорости она будет просто набирать большую скорость, но не с таким рывком. То есть первую передачу лучше выставить как-то что-то более среднее между ускорением и максимальной передачей и сделать заезд. Также стоит помнить, что при настройке коробки нужно делать коробку постепенно. То есть сделали первую передачу, сделайте вторую следующую, потом третью. Нельзя сделать первую, а потом делать третью. Нужно все делать по очередности, потому что если вы сделаете, допустим, первую, вторую, третью, потом поменяете, допустим, вторую, то третья собьется и нужно будет заново делать. И все последующие передачи тоже. Также для настройки коробки стоит ориентироваться на график, который у вас есть в левом углу. По нему вы можете видеть, куда вам стоит двигать этот ползунок. И я вижу, что, во-первых, вторую передачу мне нужно двигать было назад. Так же самое могу спокойно подвинуть первую передачу, потому что, скорее всего, первая передача должна где-то быть в районе 1,87, 1,88, может даже чуть больше. Ну, то есть, что у меня есть еще диапазон подвинуться назад на максимальную скорость, потому что автомобиль, то есть, себя очень хорошо чувствует, и ему хватает мощности, чтобы автомобиль быстро разгонялся. То есть, коробку можно еще назад сдвигивать, но делать я этого не буду. Вот, допустим, мы уже выставили первую передачу, и что мы делаем? Опять же, так же самое, прогреваем резину, чтобы не менялось ничего, чтобы были одинаковые условия. Прогреваем резину, опять же, в идеал. Жмем газ в пол и стараемся переключаться так же самое, как мы делали в первый раз. Видим, что вторая передача, ползунок у нас упал в не зеленую зону, то есть не полностью, он может еще подвинуться назад, а это значит, что вторую передачу стоит двигать назад. Ну и вот таким образом вы смотрите на график и настраиваете, как я сказал, поочередно, и как-то так вырисовывается коробка. После чего, после такой настройки, вы должны будете сделать финальный вот заезд и посмотреть, стоит ли еще перенастраивать коробку. Да, вы можете ее настроить не с первого раза, потому что вот как я и сказал, я вижу, что первая передача, можно ее подвинуть спокойно на максимальную скорость и еще чуть-чуть сдвинуть. Но если я это сейчас бы сделал, то вся настройка последующих передач бы скинулась, и смысла от нее уже не было. Бывает такое, что у вас коробка там в желтых зонах. Что это значит? Что вам нужно двигать ползунок на ускорение. То есть вот таким вот простым методом вы все делаете. И вот я специально этот ролик записал отдельно, и звук записываю как бы отдельно, я думаю, это заметно, чтобы вам все наглядно рассказывать и показывать. Когда я вот уже все настроил, вот прям все готово, я делаю заезд, прогреваю так же самое резину и жму газ в пол. Переключаюсь на определенных оборотах, тут это 8000, есть определенная скорость, на которую нужно переключаться. Как видите, коробку я настроил идеально. Но вот пятая передача не ушла назад прям на скорость. Почему? Потому что у меня нету такого диапазона оборота. Это значит, что первую передачу можно было спокойно еще сдвинуть, тогда все остальные тоже сдвинулись, и может пятая стала бы идеально, но при этом это довольно хороший результат, и перенастраивать коробку я бы на вашем месте не стал, потому что я не думаю, что вы гонитесь прям за топ-1, вам, я думаю, хватит просто хорошего результата. Понятное дело, что для топа надо заморочиться и прям сейчас еще раз поднастроить автомобиль. И после вот настройки коробки нужно заняться подвеской. То есть вы видите, что подвеску можно было еще приопустить, еще занизить, сделать заезд. После этого, вот после каждого изменения смотреть на результат, улучшается он или ухудшается. То есть я опустил машину, вижу, результат улучшился, еще опустил, еще улучшился, еще опустил, он ухудшился. Значит, еще раз приподнял, как и было, и сохранил. Так же самое с давлением в шинах. Если я вижу, что у меня нету зацепа, то нужно приопускать давление в шинах. Если я его сильно переопустил, тачка там не поехала, просто какая-то запинка на старте,
значит, что сильно приопустил давление в шинах, значит, его нужно поднять. Таким образом, вот все поднастраивайте, каждый заезд делайте, чтобы посмотреть, что меняется. Ну и после этого ваш автомобиль готов, и вы на нем можете спокойно рассекать в турнирах, в гонках, в ПДД, просто катать там в чате, перетягивать канаты и прочее. Ну и вот результат, который у меня получился добиться с этой BMW M5 F90 CS на 1960 лошадок. Вот такой, как видите, есть небольшие пробуксовки, можно типа чуть-чуть подзанизить давление в шинах, она чуть-чуть лучше поедет. Это я сделаю уже за кадром. Переключаюсь плюс-минус на 8-300 оборотах и выжимаю время 10 секунд 0,6 сотых. Скорость на финише 446 км в час. Это довольно хороший результат. Я не спорю, что возможно можно было бы сделать и лучше, конечно же, но для этого нужно было бы потратить чуть больше времени. Давайте ради интереса зайдем в турнир и посмотрим, как едет такие же самые BMW M5 F90 CS. Для этого заходим в N-Stock и смотрим, что, во-первых, уже новые CLS 63 AMG в топе. Кайф, на 1886 лошадок удается выжимать результат 9 секунд 83 сотых. Надеюсь, что у меня получится забрать CLS, но, как по мне времени не хватит, потому что я там в определенный период пропустил, и сейчас по дням я могу просто не догнать этот паровозик и не заехать. В остальном я посмотрел, что нет таких в топе автомобилей на 1960 лошадок. Есть там на 200, то есть с небольшим хвостиком, и они едут на секунду лучше, но мне кажется, что вот эти 200 лошадок, они играют вот эту секунду, если бы у нас тачка была чуть мощнее, она бы тоже ехала на секунду лучше. Насчет CLS попробую забрать, и надеюсь, мы его прокачаем. Ну и надеюсь, ролик вы оценили лайком, он был для вас полезен, напишите в комментах, получилось ли у вас настроить свой автомобиль, напишите какие-то советы. Ну а с вами был, как всегда, Дифи, ставьте лайки и до новых встреч. Всем пока-пока.